Три небольших изменения с выходом 3.23. Плюс 5% урона за счет качества флеймбласта, минус АОЕ с альт-качества инфибла, минус энчант на ботинках. Чтобы любой мог убедиться в работоспособности этого билда, я прикрепил ссылку на SSF ранта красного и синего под видео. Это гайд по флеймбласт Impending Doom элементалистки. Это самый дешевый билд для фарма Т16 на Ликстарте, которым я играл. С нулевыми вложениями имеет более миллиона ДПС на 80 уровне в 4 линке. С бюджетом около 30 дивайнов имеем 10 миллионов урона, 90 физ редакшена за счет таймлесс джевела и щита, 87% спелл саппрешена, 78 всех резов и уменьшение элементального урона за счет комбинации Ларвива и Eternal Damnation. Также имеем Primal Aegis с Ascendancy. Фактически имеем иммун к игнайтам, шокам и чиллу за счет Defiled Forces, Chillground исключения. Имеем фриз иммун со шмоток, почти иммун к стану, иммун к критическому урону и снижение урона за счет инфибла. Благодаря вышеперечисленному умереть на картах довольно сложно. Билд быстро чистит карты за счет Impending Doom и имеет достаточно сингл-таргета на флеймбласте. Как работает флеймбласт? Ченнелим флеймбласт до максимальной стадии для поджога босса, далее обновляем при необходимости поджог, накладывая проклятие за счет Defiled Forces. Вал-версия не требует ченнелинга и наносит больше урона. Сетап был собран для маппинга, так что убер-боссов особо не поубиваешь. Я смог убить убер-шейпера, инвентейшены тоже можно играть. Ввиду отсутствия лайф-лича, лич не работает на Ignite, и лайф-регена, убер-мейвен и убер-сируса убить не получилось, да и вообще этот билд не особо хорош против них. Все вещи крафтятся легко, инфа как скрафтить и вообще все, что нужно для левелинга и прогрессии на картах, есть в текстовом гайде, теперь собственно к прогрессии. Акты начинаем с Роллин Магмы, используем этот скилл до первой лабы. Сингл таргет немного хромает, но играть можно. В третьем акте в Солярис Темпле берем крафт на урон огнем, крафтим хотя бы один за 4 трансмутки. До драки с Пити добавляем флеймбласт, он имеет большой флотовой урон, так что бьем по боссам ПКД. Убив Изара, берем Shaper of Flames. Заменяем Роллин Магму на арк. С этого момента ни с клиром, ни с сингл таргетом проблем быть не должно. В шестом, седьмом и 10 актах берем два предмета на интовой базе, один на стринжовый, чтобы не было проблем с камнями после актов. При этом броня в 10 акте должна быть интовая, чтобы хватало шилда на ауру с блейзингом. Такое дерево у меня было на 67 уровне. И такой гейм-сетап. Чтобы быть крепче, можно Грейс поменять на Малеволенса и его засунуть к блессингу вместо Энкера. Также в 5, 7 и 10 актах я получил гранит, джейд и сильвер фласки. После китавы на них нужно наролить блит и фриз иммун, используя альты, и инста-рекавери на лайф фласки. Далее, бегая карты, чтобы добраться до красного и синего, одновременно пытаясь не сойти с ума, мне удалось заполучить два могущественных предмета, увеличивающих мой урон. Остальные предметы давали только хп, резы и статы. В Уберлабе я взял вот такое. В итоге на 81 уровне с таким деревом я уложился в 3 минуты, чтобы убить Экзарка, и в 2 минуты, чтобы убить Итера. Поп будет в описании. Теперь о преимуществах трейд-лиги. Первое и самое важное, в третьем акте, если есть валюта, покупаем Vaal Flame Blast. Если валюты не хватает, покупаем его после актов. Vaal Flame Blast делает игру в разы легче, можно использовать не только на боссов карты, но и на бешеных рарников. Также он быстро набирает заряды после использования. Вал-версию также можно получить, купив несколько гемов в третьем акте и использовав вал-арбы. Нужно около 3-4 попыток в среднем. В SSF я получал его именно таким способом. В отличие от обычной версии, в Vaal Flame Blast 15 стадий вместо 10, он наносит примерно в 2 раза больше урона и кастуется мгновенно. Второе — это меч Rebuke of the Vaal, дает много урона, используется в комбинации с Spellblade гемом, заменяем Immolate и Cruelty в Flame Blast и арке. Чтобы не умирать от физ-рефлекта, после добавления меча также добавляем Deadly Ailments, который уменьшает флотовый урон скиллов на 80%. Линкуем этот гем и к арку, и к флеймбласту. Третье. Eye of Malice. Если коротко, то просто увеличивает Single Target Damage. После его покупки можно дропнуть Wave of Conviction. Четвертое. Средний кластерный самоцвет, распространяющий Ignite на ближайших врагов. После его добавления меняем Ignite пролив на Deadly Ailments в арке. Пятое. Это шестилинк на интовой базе. Последнее — это добавление большой ауры. Для этого надо купить Base Jewel и взять Man Reservation Mastery. В результате имеем такие ауры. И да, на трейд-лиге в 4 лабе берем Иммунка или Рефлекту. Так выглядит клир Т16 карты на 84 уровне с вышеперечисленными предметами. Урона около 3 миллионов. Чтобы клир был приятнее, берем Виксона и меняем арк на Impending Doom, кастующийся через Infibl. На этом в принципе мидгейм сетап готов, теперь к минусам билда.
Минусом билда является наличие нескольких неиграбельных модов, которые надо доджить. Если точнее, то это один мод, встречающийся на картах, и пара модов экспедиции. Мод карты – шанс, что монстры избегут поджога. У него есть три тира – 30, 50 и 70%. Стоит отметить, что в дереве Атласа есть штуки, увеличивающие эффекты модов на картах, и таким образом 70% превращаются в 88%. Даже при 88 Impending Doom клеит монстров без проблем за счет пролифа, но босса на карте не убить, так что или скипаем карты с таким модом, или бегаем их, но скипаем боссов. Если у вас по какой-то причине взят Wandering Path, то 88% превращается в 100+, тогда максимальный тир этого мода становится неиграбельным. Также есть пара модов экспедиции, а именно, монстры избегают поджога и монстры не могут быть прокляты. Второй мод дает монстрам иммун к Impending Doom, но они все еще могут быть убиты флеймбластом. Если вас не устраивает читать моды, то этот билд максимум можно использовать для лиг старта первые пару дней, чтобы потом спекнуться во что-то другое. Если вам пофиг или вы не играете экспедицию, то в принципе играть можно. На этом все.